Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дерья ничего не говорит Хансеру, Хансер уходит из дома, чтобы не опоздать. Джихан следит за ним и хочет увидеть, что это за особенная и важная работа. Когда Бейза не может заставить ребенка замолчать, отец берет ее и заставляет замолчать. Тогда тот, кто его увидит, поймет, что вы не его настоящая мать, и скажет, что вы будете заботиться об этом ребенке, как если бы это был ваш собственный ребенок, пока мы не закончим. Вам нужен Джихан, мне нужно богатство Девелиоглу, а этот ребенок – наш ключ. Нусрет передает ребенка на руки Бейзе и уходит, говоря, чтобы сообщить об этом мужу. Когда Бейза звонит Джихану, Джихан не отвечает. Он выходит из машины, следует за Бейзой в грузовой офис и спрашивает, доставила ли ранее женщина или получила ли груз. Когда грузчик выглядит подозрительно, он говорит, что она моя жена. Когда наша курьерская машина сломалась и груз не прибыл, именно поэтому он пришел и сказал, что заедет и заберет его позже, Джихан сказал, если я дам вам адрес, отправьте его туда, чтобы моя жена не выиграла. Я больше не устану. Поскольку Синем не хочет тратить слишком много денег на свадьбу, Мелих просит ее оставить все, как должно быть. Когда Синем Фадиме расстраивается из-за того, что дамы не пришли на свадьбу, и настаивает, Мелих говорит, что моя мать не придет и не отошлет Айсу, ты должен чувствовать себя спокойно. Когда Ханчер приходит домой на работу и сообщает своему начальнику Джихану, что моя работа завершена, Джихан спрашивает, удалось ли вам завершить работу вовремя. Затем он думает про себя, что ты делаешь в этом грузе. Когда в это время звонит Бейза, Джихан снова не отвечает и занимает ее. Затем господин Нусрет звонит в особняк и спрашивает Гэжу Мукаддер. Когда госпожа Мукаддер спрашивает, родилась ли она, они отвечают, что родилась Нусрет, и кладут трубку. Когда госпожа Фадиме становится свидетельницей разговора и спрашивает, родился ли ребенок, госпожа Мукаддер выглядит безразличной. Госпожа Фадиме говорит, я спросила, покинут ли они больницу сегодня, чтобы мы могли подготовить ее постель. Мисс Мукаддер говорит, что бы вы ни делали, оставьте меня в покое. Гульсум очень рада, когда госпожа Фадиме приходит на кухню и сообщает ей, что рожает. Бейза разговаривает с Гульсум и пытается выяснить, сообщила ли госпожа Мукаддер Джихану о том, что произошло в особняке. «Миссис Мукаддери, а сын мой, как я могу сообщить тебе эту плохую новость как хорошую? Они выстрелили мне в колени из пушки под названием «Внук». Она говорит, да не позволит мне Бог отдать этого ребенка тебе на колени. Джемиль готовит Дерье завтрак, чтобы собрать ее. Дерья говорит, я приготовила для тебя очень хороший завтрак, приходи поешь, а потом мы вместе пойдем к твоей матери. Когда она входит в комнату, она понимает, что его там нет. Дерья держала ее ночью за плечо и говорила, ты иди, сестра, остальное за мной, и ночью отсылала Дерью. Как только он приходит в сознание, он приходит в дом Янки. Йонка лежит без сознания. Когда Дерья спрашивает, стоит ли нам отвезти его в больницу, Таяр отвечает, если ты умный, они ищут предлог, чтобы вмешаться. Дерья, мы тебя понимаем, но когда ты спрашиваешь, что эти убийцы делают с этой женщиной и где ее ребенок, Таяр говорит, знаешь, как я дожил до сих пор. Не задавая вопросов, ты можешь быть не таким удачливым, как Йонка, и, возможно, у тебя не будет никого, кто мог бы помочь тебе выбраться из этой ямы. Бейза не может заставить ребенка молчать. Нусрет говорит, если мир не наступит, ты возьмешь ребенка и отдашь ей, но она заставит это сделать, но добровольно. Когда Осман Эфенди звонит Джихану и говорит, что груз Гэжи Ханджер прибыл сюда неправильно, я думаю, он прибыл сюда, Джихан приказывает, что все в порядке, отправьте его в старый дом. На телефон Ханчера приходит сообщение о том, что ваш груз доставлен. Потом, когда Ханчер звонит и спрашивает о грузе, приходит ваша жена и просит отправить его по желаемому адресу, говорит, мы доставили его в особняк Девелиоглу. Хансер в ярости уходит с работы и приходит в особняк, чтобы распаковать груз, и говорит, давайте посмотрим, что вы скрываете, госпожа Ханчер. Когда Джихан собирается открыть его, Хансер останавливает его, говоря, стой, Джихан, ты не можешь открыть этот пакет, я не позволю тебе его оставить.
Приходят Бейза и господин Нусрет. Когда они спрашивают, что делает машина Джихана перед старым домом, господин Нусрет отвечает: «Я не знаю». Когда господин садовник Осман Джихан спрашивает, следует ли мне сообщить ему в старом доме, Бейза забирает ребенка у своего отца и идет туда, говоря, что в этом нет необходимости, мы пойдем к нашему отцу. Когда Ханчер сказал: «Почему ты это делаешь, ты не можешь мне мешать, у меня есть жизнь», Джихан кричал: «Почему, даже если я разведусь, ты даже не сможешь дышать без моего ведома». Джихан говорит: «Потому что я все еще люблю тебя как сумасшедший». Пока они спорят, к ним приходит Бейза с младенцем и уходит, говоря: «Берегите сына, это будет первый и последний раз, когда вы его увидите». Ханчер кричит Джихану: «Чего ты ждешь, иди за ним». Пока Бейза блефует и говорит: «Забери нас отсюда», Джихан бежит за ним и говорит Бейзе остановиться. Когда господин Нусрет спрашивает, что происходит, он отвечает, что произойдет, папа. Мой муж занимается любовью со своей бывшей женой в старом доме. Когда я говорю: «Господин Нусрет, что вы за человек? Вы стали отцом и все еще гонитесь за любовью и романами», они доходят до драки. Когда я говорю: «Говори правильно, Джихан Хансер, она единственная женщина, которую я люблю», так и останется, даже если мы разведемся, Бейза и Нусрет хотят сесть в машину и уехать. Джихан садится перед машиной и пытается помешать им уйти. Дерья не может понять, что происходит у нее в голове, и не может в этом разобраться. Джихан не уступает дорогу машине, говорит госпожа Мукаддер: «Давай, сынок, отпусти их», и как только Джихан уходит с дороги, они уходят. Джихан Бейза кричит: «Оставь моего сына в покое, Бейза». Когда госпожа Мукаддер говорит: «Отпусти их, сынок», Джихан говорит: «Твой наследный принц, которого ты так ждал, ушел, твой внук ушел, мама, почему ты все еще молчишь?» Становится хуже, Джихан очень боится за него. Гульсим поворачивается к Ханчеру и говорит: «Несмотря на все эти события, ты все еще стоишь здесь, сдавайся», и заходит внутрь. Пока Ханчер идет в старый дом, Джихан ждет, пока к нему придет его потерявшая сознание мать. После того, как Ханчер обнимает люльку с грузом и выходит из дома, Джихан приходит туда, чтобы узнать, дома ли еще Ханчер. Он очень расстраивается, когда приходит и видит, что его нет. Пока Ханчер идет и плачет, перед ним в такси появляется Мелих. Он немедленно забирает посылку из рук Ханчера и несет ее в свою машину. Когда Джихан выходит и смотрит на них, он очень злится на Мелиха. Хотя Гульсим винит в этом Ханчера, Айса утверждает, что Ханчер не виноват. Затем, когда мне интересно, где мой брат Айсун, Гульсим спрашивает, приедет ли Мелих и помирились ли вы, а Фадиме говорит, что мы не помирились, он придет навестить своего брата. Когда Айсу говорит: «Нет, мне нужно сказать очень важные вещи и мне, и маме», мы говорим о том, что скажет Гульсум, а когда Айсу говорит, какого черта, Гульсум уходит. Хансер рассказывает Мелих, что произошло. Когда Мелих спрашивает ее, не приносит ли она больше жертв, чем необходимо, Хансер говорит, что делать нечего. Когда Бейза спрашивает: «Вы видели, как исказилось лицо Джихана?», Нусрет Бей отвечает: «Мы вышли с таким гневом, что если он не сможет вернуться отсюда». При этом он говорит, что госпожа Мукаддер может в любой момент нанести им удар в спину. Бейза говорит, что не смеет, это ее последняя борьба. «Джихан, что происходит с твоей мамой? Почему ты отвернулась от внука? Один из них – твоя сестра, другой – твоя невестка, разве ребенок не является частью меня? Передо мной она злится, если ты говоришь с передней частью машины». Они приносят колыбель Дагера к Мелиху и прячут ее. Когда вы говорите: «Мама, ты даже не взглянула на внука, которого с нетерпением и энтузиазмом ждала», госпожа Мукаддер воображает, что вы говорите правду, и думает следующее. Он говорит, что он не мой внук, он не твой ребенок, хватит, они использовали чужого ребенка, чтобы держать тебя, я не могу игнорировать, как ты берешь этого ребенка на руки, мне больно несколько дней. Джихан мечтает сказать: «Ты уничтожила меня, мама, у меня нет матери». Джихан говорит, отвечая мне: «Мама, я не мог сказать женщине, которую люблю, остаться». Когда госпожа Мукаддер говорит: «Я думала, что ей станет лучше, я не знала», Джихан говорит, что госпожа Мукаддер тоже может ошибаться, хотелось бы, чтобы это было не так поздно, и выходит с ней.
Когда ребенок надевает его на подгузник, Бейза испытывает отвращение и не может его почистить. Господин Нусрет говорит: понятно, что вы не можете позаботиться об этом ребенке, позвоните Гульсум. Когда Бейза говорит, что он не будет моим единственным контактом в особняке, Нусрет Бей отвечает, что, конечно, он даже не знает, что происходит. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.